Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что скоро уйдет из вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Так, значит, смотрите. Вот опять же, в вашей жизни очень много было обмана. Обмана от женщины, от любимой женщины, которую вы любили. Много агрессии, много обмана было. Было скорее, знаете, вот связано это с пьянками-гулянками. Женщина, которая любит гульнуть, ходить налево, либо же которая любит выпить, вот, либо же два в одном. Вот женщина, которая очень, некрасиво и неблагодарно с вами поступила. В вашей жизни это все проигрывается. Так, что еще у вас происходит? Состояние абсолютного одиночества. Да, некоторым из вас, может быть, уже становиться комфортно от вот этого состояния одиночества. Но, знаете, вот большинству, я бы сказала, что вам хочется все-таки встретить новую женщину, новую свою императрицу. Все равно как-то вот в надеждах вы холите, лелеете, вот это все. Но еще состояние одиночества вам не дает покоя. Именно, знаете, вот вам самое такое болезненное в вашей жизни было то, что вас обманули. Причем вдвойне больнее, когда обманывает любимая женщина. Когда человек, для которого ты стараешься, ты из кожи вон лезешь, да, она тебе просто плюет в душу. Это настолько было больно. Но, знаете, в вашей жизни, вот возвращаемся к нашему раскладу, да, что скоро уйдет. Из вашей жизни очень скоро уйдет одиночество. Оно, знаете, будет таким вот довольно судьбоносным. Вот этот вот этап, вот это одиночество вы как-то настолько быстро позабудете, вот это состояние одиночества уйдет именно с новой женщиной. Это будет совершенно новая женщина, которую вы не знаете, вы нигде с ней не пересекались. Абсолютно новая, другая. Она очень такая, знаете, очень привлекательная. На таких женщин обращаешь внимание. Такие женщины снятся по ночам, такие женщины приходят в мечтах, да, вот многие мечтают о таких женщинах. Это и красивая, и фигуристая, она хорошо умеет с людьми коммуницировать, она всесторонне развитая, очень такая уверенная в себе. Это не значит, что она как бы общается с людьми, кто ниже нее статусом, как-то по-свински, да, неуважительно, нет. Вот она именно себя ведет, держится, да, вот как императрица, как королева держится. Не нужно бояться таких женщин, потому что я как психолог, да, кто не знает, то я знаю, что многие мужчины боятся таких женщин, вот, самодостаточных, красивых, уверенных в себе. Вот мужчины просто реально боятся познакомиться. Сразу мысль, а вдруг я ее не потяну, а вдруг у меня денег не хватит, да, вот я не понравлюсь и так далее. Но это большое заблуждение, потому что многие красивые женщины, даже если она очень уверенная в себе, они в душе бывают, вот по-настоящему, вот глубоко в душе, они бывают такими, знаете, вот ручными и домашними. Стоит с ними только начать разговор, вот оказывается, что эта снежная королева не такая уже снежная, она белая и пушистая, вот когда начинаешь разговаривать, да, она свой доску парень просто. Поэтому, если вы встречаете такую женщину, дорогие мужчины, не нужно бояться. Это же классно, когда женщина красивая, ухоженная, когда она следит за собой, да, я думаю, никому не понравится женщина с грязной немытой головой, да, с грязью под ногтями, без маникюра, да, когда вот
Бывают такие случаи, что вот женщина, ну, грубо говоря, с небритыми ногами, да, вот идет к мужчине на свидание, ложится в постель, ну, просто, ну, как-то, ну, даже вот женщине, и мне как женщине, то мне неприятно на таких дам смотреть. Вот хочется пойти и сказать, да пойди же приведи себя в порядок, да, вот эту вот щетину свою побрей хотя бы, да. Я уже не говорю про женщин, у которых там и усы, да, есть, и вот эта вся растительность, где только можно и нельзя. Ну, то есть женщины довольно неухоженные, к сожалению. Я считаю, ну, это или лень, да, вот. Но любая женщина должна быть ухоженная. Даже мусор выбрасываешь, ты выходишь в нормальном человеческом виде. Я не говорю, что в вечернем платье нужно выбрасывать мусор, нет. Но все равно, ну хотя бы какой-то легкий минимальный макияж, маникюр, да, ну элементарные вещи. И самой приятно, и мужчине, конечно, глаз радует. Поэтому не стоит бояться таких женщин. Ухоженная, классная такая женщина, она, знаете, она и вам как-то вот планку поднимает, уверенность в себе. Мужчина, ведь вы гордитесь тем, что возле вас идет красотка ухоженная, правда? Не серая мышка, а ухоженная женщина. Вы гордитесь, вы ее выпячиваете, выставляете, да. Вы такой женщиной можете похвастаться с друзьями, перед друзьями, вернее. Поэтому не бойтесь, ни в коем случае. А может быть, это красивая, самодостаточная женщина. Может, она ждет, что вы с ней познакомитесь. Не нужно бояться ни в коем случае. Итак, у вас уходит одиночество. Смотрите, абсолютно заканчивается у вас этот этап, негативный этап. Вы даже в чем-то, знаете, вот будете вспоминать прошлое. Вот отношения с этой новой женщиной что-то вам напомнят из прошлого. Может быть, вы ухаживали точно так за своей там бывшей женщиной, да? Может быть, ваши родители так относились друг к другу, как вот будет у вас вот в новых отношениях. Ну, то есть что-то будет вам напоминать из прошлого, какие-то моменты вот взаимоотношений. И вам настолько это будет тепло, знаете, вот на душе будет тепло от этого, какие-то вот приятные воспоминания у вас будут. Женщина, это, знаете, она довольно сильная вот и по духу, вот морально она очень сильная. Она вот даже как будто бы научит вас некоторым вот своим чертам, да, потому что у вас еще есть некоторая, может быть, неуверенность в себе. Она вот как-то вас приподнимет, да, вот она вселит в вас какую-то вот, ну не самовлюбленность, да, а вот уверенность в себе. Вы станете с ней более уверенным, что ли. Вот она именно своим, знаете, вот поведением, своей манерой поведения, она вам покажет, как можно легко коммуницировать, да, можно отказывать людям, допустим, не повышая голоса. Можно считывать людей, вот их настроение, да, там, отношение к вам. Просто на раз-два можно это делать. Она вас научит вот каким-то еще другим разным вещам. Понимаете, вы вот будете более мотивированы, что ли, с ней. Вот так, наверное, правильно сказать. Как будто, вот знаете, вырастают крылья за спиной. Бывают женщины, ради которых ничего не хочется делать, а бывают, ради которой ты сорвешься и в дождь, и в снег, и в гололед, и помчишься на край земли, просто чтобы увидеть 5 минут. Правда ведь? Ну, бывает такое, особенно если ёкнула до самого сердца ёкнула по-настоящему. Вот именно с такими женщинами, которые умеют себя подать, которые знают себе цену. С ними интересно. Они умеют создать какой-то, знаете, вот комфорт, уют, ауру какую-то особенную, что с ними даже вот приятно помолчать. Вот это твой любимый человек, и ты с ним можешь перекинуться двумя фразами, и тебе как-то комфортно, уютно, да? Это вот, ну согласитесь, далеко не с каждой женщиной бывает. Напишите, кстати, в комментариях, бывало ли у вас такое, что с женщиной просто вот, ну, с полуслова, с полувзгляда, понимаешь. Поэтому довольно такая, знаете, вот, ну, классная женщина идет в вашу жизнь, классная. И у вас уходит это вот
опостылевшее вам уже одиночество, от которого вы хотели давно избавиться. Вот с этой женщиной, да, вот у вас уходят даже страхи, которые у вас были. Вот эти все недоверия, подозрительность, да, а вдруг меня бросят, а вдруг я не подойду и так далее. То есть вот как-то, ну, такая уверенность в вас просто поселится с этой женщиной. Так, что еще будет? Давайте-ка напоследок посмотрим, что у вас еще произойдет. Да, у вас, в принципе, даже брак может с ней проигрываться. Кто официально хочет, кто нет. В принципе, довольно такая стабильная жизнь будет. Если у кого было безденежье, то, в общем-то, у вас налаживается личная, вернее, финансовая жизнь. Ну и личная, и финансовая, да. То есть, даже если сейчас у вас проблемы денежные, то можете даже не переживать, в скором времени у вас все наладится. Либо же долги вам вернут, либо зарплату там выплатят, увеличат, или же подработку вы найдете. Ну, то есть с финансами, ну, довольно-таки неплохо у вас будет получаться. И с работой. Поэтому вот безденежье, одиночество у вас уходит из вашей жизни. Ну, не то чтобы безденежье, ну, какие-то финансовые проблемы, да, вот у некоторых бывают довольно такие тяжелые моменты. Хотя, как говорят, денег много не бывает, конечно, но все-таки. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!